В этом видео я хочу дать несколько простых советов для замедления процесса старения. Некоторая информация, которую я буду давать, взята из этой книги. Я перескажу простыми словами. Книга называется «Оксиданты в биологии». Крайне увлекательная. Без медицинского словаря не обойтись, в ней много терминов. Но кое-что в этой книге — настоящая находка. Она рассказывает о балансе антиоксидантов и оксидантов в окружающей среде. В организме идет постоянная борьба. Вы подвергаетесь воздействию окисления. Это можно сравнить с ржавчиной на автомобиле. Да, это странно, что кислород может вредить, но его избыток может быть очень вредным для клеток. Митохондрии являются основой метаболизма. Это энергостанции клеток, и у них есть двигатель, который использует кислород для расщепления топлива, и он выделяет оксиданты. Некоторые из них полезны для организма. Они вырабатываются, чтобы убивать микробы. Но когда митохондрии и другие части клетки повреждаются, и происходит слишком сильное окисление, это может разрушить саму клетку и создать всевозможные проблемы вплоть до рака. У окисления есть положительная и отрицательная стороны. То же самое касается и антиоксидантов, противостоящих окислению. Антиоксиданты можно получить из пищи, а также сам организм может их вырабатывать. Такие антиоксиданты называются эндогенными. Это антиоксиданты, которые вырабатываются внутри организма, а экзогенные антиоксиданты поступают в организм извне, например, из овощей. Очень важной, но не до конца понятной областью является создание антиоксидантной сети и стимулирование выработки антиоксидантов в организме. Я поделюсь вещами, которые помогут построить эту сеть без использования антиоксидантов извне. Гормон мелатонин является очень сильным антиоксидантом. Он вырабатывается во время сна. Когда на улице темнеет и в глаза попадает меньше света, в мозгу происходит целая вереница событий. И одно из них — это всплеск мелатонина. Мелатонин избавляет организм от перекиси водорода. Возможно, вы когда-то ее использовали. Вы порезались, и нужно обработать рану, чтобы убить бактерии. Вы протираете ее перекисью водорода, она пузырится и убивает микробы. Клетки сами вырабатывают перекись водорода, чтобы убивать микробы. И иногда вырабатывается слишком много, что ядовито для организма из-за слишком сильного окисления. Если мелатонина достаточно, он может этому противостоять, и это лишь одна из его функций. Но я не советую идти покупать мелатонин в магазине. Я советую хорошо поспать ночью или вздремнуть днем. Второе, о чем здесь говорится, это разница между разовыми упражнениями и регулярными упражнениями. Регулярные физические упражнения на постоянной основе построят эндогенную антиоксидантную сеть. Вначале при выполнении упражнения, допустим, это интенсивная тренировка, будет происходить сильное окисление, что разрушает мышечную ткань. Это же плохо, да? Но со временем организм привыкает к этому. Он начинает адаптироваться и вырабатывать огромное количество антиоксидантов, чтобы противостоять стрессу или ущербу от окисления при физических упражнениях. Регулярные физические упражнения на постоянной основе помогают вырабатывать антиоксиданты и защищать организм от окисления. При этом вы будете выглядеть моложе. И это могут быть обыкновенные ежедневные прогулки, но постоянные и регулярные упражнения — вот что важно. Итак, нужен хороший регулярный сон и регулярные физические упражнения. Пока все просто. Следующее — голодание. Я говорю о регулярном голодании, как при интервальном голодании. Вы не можете голодать в течение длительного времени, когда-то нужно и поесть. Регулярное интервальное голодание сочетает голодание и приемы пищи. И это вызывает огромный всплеск в эндогенной антиоксидантной сети.
Идеальная схема — это 20-часовое голодание и 4-часовое окно для приема пищи. Допустим, вы поели в 3, а следующий прием пищи будет в 4, 5, 6, в 7, то есть через 4 часа. Это окно для еды. И затем голодание в течение 20 часов. Это очень полезно. Если вы новичок на моем канале, я оставлю ссылку в описании. Польза от голодания — это аутофагия. Аутофагия означает самопоедание. Организм перерабатывает собственную ткань. Одно из негативных последствий окисления, которое к тому же вызывает преждевременное старение, это его влияние на белки. Оно создает неправильно упакованные белки. Эти белки накапливаются, застревают в организме и плохо выводятся. Они засоряют пространство между нейронами, создавая проблемы с памятью и в итоге провоцируют болезнь Альцгеймера. Они забивают сердце, вредят глазам, почкам, нервной системе. Неправильно упакованные белки образуются от окисления. Также они вызывают окисление и токсический эффект в организме. Организму трудно избавиться от них, потому что они нефункциональны. Но с помощью голодания, через аутофагию, можно отправить эти неправильно упакованные белки в отходы и начать их разрушать. В некоторых ферментах есть своего рода моющие средства, и организм использует их для расщепления этого белка. И на выходе организм получает новые аминокислоты, которые используются для восстановления. Так что голодание замедляет процесс старения и стимулирует гены, которые помогают в восстановлении. У нас здесь сон, регулярные физические упражнения и интервальное голодание. Эта троица чрезвычайно мощная, и поэтому я обращаю на них внимание. Далее, нужно избегать чрезмерного количества оксидантов. Организм вырабатывает достаточно оксидантов и без поступлений извне. Например, железо. Допустим, вы принимаете аптечные поливитамины. Убедитесь, что в составе нет железа, иначе вы получите железо не того типа. От железа очень трудно избавиться, если его слишком много. Например, избегайте готовки на железных сковородках и не принимайте железо в добавках. Можно лишь в том случае, если у вас, например, диагностирована анемия и низкий уровень железа. Тогда можете взять пищевое железо из печени крупного рогатого скота травяного откорма. И, конечно, основное, что создает окисление, это слишком много сахара в рационе. И даже высокий уровень сахара в крови. Это будет окислять глаза, почки, нервы, мозг. Сахар — это очень серьезно. Гликирование — что это? Это сочетание сахара и белка. Если вы едите еду, где есть и сахар, и белок, это очень плохо. Или еду, в которой жир и сахар нагревались вместе. Это очень вредно, это создает серьезное окисление. Такая еда, как, например, мороженое, готовится из жира с сахаром. Отсюда высокий уровень гликирования. Гликирование также происходит в организме. Высокий уровень сахара в крови и температура тела 37 может вызвать гликирование эритроцитов. Тест для диагностирования этого называется А1С. Это гликированный белок в крови. Гликирование нужно уменьшить, просто убрав сахар. Далее, растительные масла, особенно кукурузное и соевое. В них содержится много омега-6. Они вызывают сильное окисление. Частые приемы пищи увеличивают окисление, поэтому нужно интервальное голодание. Представьте, вы идете в спортзал, и там есть занятия по кроссфиту, ежедневные, а вам 55. Все плохо. Вы перетренируетесь, слишком много упражнений и почти никакого восстановления. Это приведет к сильному окислению. Далее, кортизол. Постоянно повышенный кортизол без достаточного восстановления — это очень вредно. Это связано со стрессом. Кроме того, если вы принимаете преднизон, кортизон или другие лекарства, это может привести к серьезным повреждениям, а именно к окислению.
Стресс в целом вызывает сильное окисление в организме, но регулярные занятия спортом и хороший сон могут легко противостоять стрессу. Нужно взглянуть на общую картину и сбалансировать антиоксиданты. Нужно создавать эндогенную антиоксидантную сеть. Также есть трансжиры, их надо избегать. И многих других вещей тоже, химикатов, пестицидов, ГМО-продуктов. Все это создает окисление. И последнее, на чем остановлюсь, это экзогенные антиоксиданты. Сырые овощи, крестоцветные. Обычно крестоцветные готовят на пару, но салат ешьте сырым. В крестоцветных много фитонутриентов, полезных для здоровья, не только витаминов и микроэлементов. Хорошо, это был совет дня. Теперь дело за вами. Применяйте на практике. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новых видео.